Завершение эксплуатации Мицаморской атомной электростанции станет критическим моментом для армянского суверенитета, поскольку неизбежно приведет к разрушению изолированной энергетической системы Армении. Однако необходимо отметить, что эта точка зрения может быть подвергнута сомнению. Несмотря на то, что продолжение эксплуатации станции является невозможным, даже эта мысль сегодня подвергается сомнению, как и то, что можно подвергнуть сомнению саму суть необходимости использования этой единственной на сегодня в Закавказье АЭС, но уже в контексте других событий данной истории. Давайте попытаемся разобраться в этой непростой и сложившейся на сегодня истории. Армянская атомная электростанция, известная также как Мицаморская из-за своего расположения недалеко от города Мицамор, состоит из двух энергоблоков с реакторами типа ВВЕР-440. Первый блок был запущен в эксплуатацию в 1976 году, а второй – в 1980 году. В настоящее время функционирует только второй блок, который был модернизирован компанией «Росатом» для продления срока службы до 2026 года и увеличения мощности с 380-390 до 440 МВт. По мере приближения 2026 года все больше возникают противоречия в отношении атомных электростанций. Особенно громко звучат жалобы со стороны Азербайджана, который, на самом деле, просто ищет повод для обвинений соседей. Однако по опыту видно, что эксплуатация атомных электростанций вполне безопасна и допустима, если не проводить эксперименты, аналогичные тем, которые привели к аварии на Чернобыльской АЭС. Из множества советских энергоблоков только несколько были выведены из эксплуатации, включая 2 на Нововоронежской АЭС и 2 на Белоярской АЭС. В то же время, другие станции, даже те, что были построены раньше Мицаморской, продолжают нормально функционировать. К ним относится и Кольская АЭС, введенная в эксплуатацию в 1973 году, Билибинская АЭС 1974 год и Ленинградская АЭС 1974 год. Таким образом возникает вопрос о необходимости такой экологически вредной энергетической системы. По состоянию на 2022 год генерирующая мощность Армении составляет 4117 МВт, при этом более трети произведенной энергии экспортируется, что явно способствует пополнению бюджета Еревана. Иран является основным покупателем, и согласно данным Центра аналитических исследований Арбели, с 2010 года ежегодные поставки электроэнергии в эту страну составляют примерно 1,2 миллиарда КВТЧ. Большая часть этих поставок поступает именно с Мицаморской АЭС. Учитывая все тепловые электростанции, Армения без применения атомной энергии справится, однако ее бюджет будет расходоваться значительно больше. Более того, степень важности данной станции считается поистине невероятной. В ходе саммита по ядерной энергетике в Брюсселе премьер-министр Армении Никол Пашинян подчеркнул, в настоящее время около 30% электроэнергии в нашей стране вырабатывается за счет атомной энергии. Наш путь к этому моменту был тернистым, омраченным драматическим периодом закрытия АЭС. После этого премьер не скрывал своей гордости и заявил, что армянская атомная электростанция – это не только символ суверенитета страны, но и яркий пример ее технологического прогресса и силы. Да, только кто ее построил, президент почему-то не упомянул. Сегодня мы можем с гордостью заявить, что помимо прочего, она также символизирует и укрепляет наш суверенитет. Армения, несмотря на все усилия, еще не готова отречься от своего советского наследия. Однако срок использования атомных электростанций быстро истекает, и возникает вопрос, смогут ли российские специалисты продлить их эксплуатацию. В условиях растущей антироссийской истерии в армянском руководстве этот вопрос вызывает сомнения. Возможно, оборудование износилось и продление срока службы оказывается невозможным. Несмотря на то, что Армения не будет выдвигать Siemens через полмира с турбиной, это все равно может стать весьма показательным событием. Таким образом, над Ереваном встает важный вопрос, как дальше выживать. Вдобавок ко всему сказанному, еще и Анкара вставляет свои палки в колеса и нагнетает ситуацию. Турки требуют от МАГАТЭ
закрыть Мицаморскую АЭС в Армении. Турция аргументирует это рисками для целого региона из-за якобы устаревшего оборудования на АЭС и ее расположением в сейсмоопасной зоне в 1 километре от турецкой границы. После долгих размышлений и обсуждений Русатом, сервисы ЗАА и Какан Атамаин Электрокаян наконец решили заключить соглашение о продлении ресурса. Вот, например, что говорит один из начальников управления комплексными проектами, учитывая положительный результат работ по первому этапу модернизации армянской АЭС, партнерство с госкорпорацией в рамках заключенного соглашения позволит станции эффективно и безопасно работать до 2036 года, заявил начальник управления комплексными проектами АА «Русатом-сервис» Юрий Свириденко. Получается, что исходя из этой их логики, в какой-то степени так называемый символ суверенитета Армении сегодня зависит от России намного больше, чем когда бы то ни было, и на текущий момент нет и не предвидится какой-либо альтернативы этой АЭС. Можно, конечно, не заниматься ремонтом АЭС, но в таком случае придется приобретать энергию, но у кого? У Ирана, он сам нуждается в энергии. Может быть, у Грузии или Азербайджан согласится на такой обмен, где несколько территорий будет являться взаимной платой или разменной монетой. Потом появится Пашинян весь в белом и с непонимающим жестом будет рассказывать, что ни один армянский солдат и ни одно движение не сделают ничего, чтобы остановить нападки Азербайджана. И все-таки его вновь продлят на 3-й срок. Уже прошли через это, мы знаем. Главный и единственный сегодня для Еревана выбор, как бы это банально ни звучало, но это снова Россия, в качестве поставщика. В Армении отключили первый канал мысли автора «Зачем это Пашиняну?», и как доигрался Эрнст в Армении отключили первую кнопку. Горячий и пламенный привет Эрнсту. У него на канале было столько скрытых и явных любителей Армении вообще, и Пашиняна лично. И вот Пашинян лично решил отблагодарить Эрнста по полной программе, запретил первый канал на территории Армении. Согласно действующему договору, между ЗАА телевизионная и радиовещательная сеть Армении и АА «Первый канал». Всемирная сеть, Первый канал не выполнил свои договорные обязательства, накопив 5-месячную задолженность. Вещание российского канала в общественном мультиплексе временно приостановлено до полного погашения долга, заявил министр высокотехнологической промышленности республики Мхитар Айрапетян Госагентству Арменпресс. Конечно, про задолженность это сказочка, и Первый канал уже все объяснил. Фактически же Пашинян еще месяц назад говорил, что если российские телеканалы продолжат говорить то, что ему не нравится, то он их отключит. Вот он их и отключил. Остальное просто благовидный и к тому же искусственно сочиненный предлог. Как видим, отзыв посла России из Армении ровно ни к чему не привел. Пашинян не тот человек, которого можно смутить намеками. Ему абсолютно по барабану. Он убежденный, осознанный противник России, нашу страну считает врагом и будет вредить столько, сколько сможет, а точнее сколько прикажут. Интересно, что будет, если Россия примет зеркальные меры. Мы же знаем, что армянская диаспора отечественные СМИ покупает оптом и в розницу. Собственно, именно по этой простой причине, какую бы антироссийскую политику ни вел Ереван, чуть ли не все так называемый. Деловые СМИ России вещают о великой преданности Армении и великом братском долге России. И если вдруг в Кремле попробую перекрыть этот канал влияния, то его не будет на весь мир, не оберешься. Сразу окажется, что Россия всем все должна, а ей, как всегда, никто и ничего. Потому что, в отличие от Запада, у нас так и не научились работать со СМИ и блогерами. У нас даже в отечественном интернете все блогеры скажут: «Ой, фу, государство бяка, мы не хотим про политику», а потом безо всякой паузы начнут радостно репостить Дудя и Варламова, которые строго про политику и ни о чем, кроме политики. И никто не собирается ничего менять в этом раскладе, все устраивает. Важно отметить, что Айрапетян оказался на посту исполнительного директора благотворительного фонда «Мой шаг» благодаря тесным связям с семьей Пашиняна. Так что доверие к нему абсолютное, и подчинение с его стороны точно такое же. Сам этот человек даже не чихнет, все по приказу сверху. После назначения на должность министра
У Айрапетяна возникла конкретная политическая миссия, связанная, по всей вероятности, с борьбой против влияния России в информационном пространстве Армении. Его опыт работы в Министерстве диаспоры, вероятно, укрепил его позицию в этой борьбе. То есть армянская диаспора в России, правда, может вещать все, что ей захочется, и никаких ограничений не имеет. А диаспора, напомним, и привела во многом Пашиняна. Поэтому надо ли уточнять, что теперь будет происходить в российских СМИ, которые по поводу Армении будут уже не очень-то и российскими. Кто читает нашу периодику, отлично знает, о чем идет речь, но это еще далеко не все, и даже не самое интересное. Стоит припомнить, как буквально неделю назад выступал Жозеп Боррель и обещал поддержать Армению против информационных манипуляций со стороны России. Так что, во-первых, это означает, что Европа опять не заметит происходящего и даже более будет исходить из принципа, который они озвучили давно: чем меньше российских СМИ, тем больше свободы слова. А во-вторых, можно сделать выводы и попроще, что Пашинян попросту выполнял приказ Брюсселя, вот и все. Ему велели выключить Россию, и он выключил. А Боррель просто сразу честно сказал, что Европа не будет за это наказывать, что это правильная свобода слова. Еще несколько месяцев назад началась волна нервозности Еревана, связанная с деятельностью Первого канала, когда на экраны вышел выпуск передачи «Куклы наследника Тути», обсуждавший внутриполитическую ситуацию в Армении. Это был лишь первый шаг к началу серьезных трений между властью и каналом, ибо настоящим камнем преткновения для властей стал материал, который вышел на экраны 26 мая во время митинга Баграта Сарбазана на площади Республики, при утверждении, что в митинге участвовало целых 100 тысяч человек. Еще одним ключевым моментом, который ускорил решение о прекращении вещания Первого канала, стало выступление депутата Госдумы РФ Константина Затулина в передаче «Большая игра», где он ответил на обвинения премьера Армении Никола Пашиняна в адрес двух стран ОТК, которые якобы поддерживали Азербайджан. Поднялся шум вокруг отказа самой Армении от Арцаха, за что, согласно Затулину, стоит обратить внимание. Ясно, что после новой дозы правды на Первом канале Пашинян и решил окончательно отключать российское телевидение. На сегодняшний день можно не сомневаться в главном: политика России на то, что экономические интересы Армении и ее полная зависимость от России сыграют на то, что политика будет хотя бы отчасти многовекторной, а не на 100% антироссийской. Вот эти расчеты не сыграют вообще, они уже много лет не имеют значения. Элита всех наших соседних стран, кроме Белоруссии и с недавних пор Грузии, беспрекословно выполняет любые приказы Запада, и никакой благодарности за всю экономическую помощь Россия в жизни не дождется. На наши деньги и с огромной нелюбовью к России все эти страны будут идти на Запад. Охотно и даже бесплатно. Экономика тут не работает. Надо думать что-то еще.